Жуткие глаза, смотрящие из темноты, зловещие тени, промелькающие за спиной, пугающие звуки, записанные камерами видеонаблюдения и многое другое, что мы сегодня с вами должны будем посмотреть и предположить, могло ли быть это правдой. Привет, любители ужасов, это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня я покажу вам подборку из страшных и мистических роликов, где очевидцы утверждают, что им на камеру попалось нечто необъяснимое. В этой подборке мне снова показалось, что я наткнулся на ролики, которые мы с вами уже видели. Но точно я не уверен, поэтому попрошу вас написать в комментариях, если вдруг вы их заметите. Устраивайся поудобней, прожимай лайк, подписывайся и не забудь прожать колокольчик, ведь только так ты будешь в курсе новых видео на канале. Приятного тебе просмотра, погнали! Так, ребят, тут рассказывается про метлу, которая парит сама по себе в воздухе, как вы уже можете заметить. Это видео уже было, но только с другого источника, то есть кто-то еще, видимо, снимал. А тут еще один челик, другой. Типа странно, да? Ну, то есть ветер как должен... Она парит прямо на одном Парень месте. полностью обходит ветку, что делает все это довольно убедительно. Довольно Многие в убедительно. комментариях думают, что это действительно метла ведьмы. Метла-ведьма? Метла-ведьмы! Баба-яга летела, блядь. Куда-то втрепалась, короче, а метла зависла. Но другие Нимбус считают, что 2000. это просто причуды природы. Или Гарри Поттер пролетал мимо. Может, припарковался просто, ну чё. Домой сейчас забежит, даже домики похожи. То есть ты нам стрелочкой показываешь то, что мы и так видим? Это выглядит так глючно, как в «Матрице», что если это природа, то я думаю, что природа знает, как Просто мы взорвать маглы, что-то. здесь ничего не понимаем. Я действительно думаю, что это может быть что-то паранормальное, но я думаю, что эта тайна останется неразгаданной. Так, тут рассказывается про камеру видеонаблюдения, находящуюся в доме. Как обычно все, как вы любите, как я люблю. Так, смотрим. Какой-то гномик. В правом углу, кажется, движется маленькая фигурка, но включается свет активируемый движением, и оказывается, что там ничего нет. Нет, просто он попал в тень, и там, когда осветилось, осветилось все Реддит посередине, говорит, и что там ничего затемнилось. ценного не было взято снаружи дома, и не Но было что это никаких маленькое, вот это уже другой вопрос. Те, кто в комментариях озадачены тем, что они видят. Ребенок ночью. Батя за пивасом послал. До 10 топай! Пеешь, может. Что это за штука? Мне кажется, судя по Камера, информации то есть, не видео, реагировала, она да, должна он должен небольшого быть роста, далеко, и большинство ну, то есть, комментаторов с этим долго согласны. шел, и только Так, спалил может, здесь, тролль? ну, если траекторию так Или гном, сравнить. который бродит вокруг. Я думаю, что это мифическое существо, но мы не можем быть уверены. Пишите в комментариях. Тут рассказывается про, ну, девочку, которая здесь сидит, то, что видеоняня снималась. Видеоняня снималась. Видеоняня снимала ребенка, и увидели, как игрушка сама по себе, и ребенок плачет, охренеть. А она на колесиках игрушка или По нет? мере того, как игрушка приближается к ребенку, некоторые в комментариях думают, что ее, возможно, тянет за веревочку. Ну да. В первую очередь я об этом и думаю. И хотел сказать. Но это... Другие указывают на кое-что еще более жуткое. Они говорят, что в окне что-то есть. Присмотрись к верхнему правому углу возле двери. Что там? Цветочный горшок? Вы что-нибудь видите? Вижу, что машина промелькнула. Это наводит меня на мысль, что за этой дверью что-то скрывается,
и их движение отразилось в Там окне. видно, что это Я машина думаю, что проехала. используется либо веревка, либо пульт дистанционного управления. Или прямо за их окном демон произносит заклинание. Так, здесь у нас любимые наши заброшечки. Это заброшенная больница. Ну, естественно, какой-то вот этот вот там человек, пользователь, автор сходил на заброшку, что-то ему попалось, и он, естественно, нам сейчас продемонстрирует. О, Вот более пристальный взгляд на то, что они увидели. девушка какая-то. Из-за угла выглядывает фигура, но призрак ли это? Некоторые в комментариях сомневаются. Некоторые. Некоторые смотрят и сомневаются. Что нам в комментариях? Не, ну кто-то выглянул, типа, но, блин. Почему Другие сразу считают, реакция что это реальная бежать, сделка. а не посмотреть и подойти? Вас как минимум двое, а он один. Из чего количеством возьмете? О, там бежим. Я тоже думаю, что это может быть Лохи. призрак. Так, тут у нас, как обычно, охотники за привидениями, только эти профессиональные, которые ходят, видимо, по вызову, знаешь, типа, алло, как охотники за привидениями, типа, алло, на трубке сидят, что у вас призраки, сейчас приедем. Нет, слушай, просто по заброшке. Просто заброшка? Оказавшись внутри, они приходят в восторг от величественного входа. Величественный вход. Мне кажется, там каждый третий дом более-менее такой подороже, чем обычный. В Америке у них так. Затем они получили это тревожное сообщение. Вообще не постанова. Видимо, там вверху координаты выше Что сообщения. представляют собой Наверное, эти тоже им задачи? кто-то загадочно Дэн прислал. находит один из них наверху. Что это? Патрон? Пустой? Это гильза, наверное. Но именно то, что находится позади него, приводит зрителей в ужас. Посмотрите еще раз внимательно. В смысле, так может это кореш его? Ты видишь это? За спиной Дана стоит человек в маске, и он, похоже, не замечает эту фигуру. Является ли он их преследователем? Я считаю, что да. И я считаю, что человек в маске, невидимый, но несомненно Мы так не считаем. присутствующий, вызывает вопросы о зловещих намерениях и скрытых мотивах. Так, тут рассказывается про полтергейста, который... сейчас скажу, где. Лестничная клетка заброшенного здания. Вот так это описывают. Какое здание, что за здание, ничего не говорят. Исследователь эти, что ли? паранормальных явлений не собирается мириться с этим. Я не смог выяснить, кто этот исследователь паранормальных явлений. Ты тоже Он не смог. кричит в И ответ, мы не а затем поняли. направляется вниз по лестнице, но злобная сущность еще не закончилась с ним. Ой, слушай, а мы видели это, по-моему, нет? Да, мы это видели уже. По-моему, мы видели это. Напишите в комментариях, ребят. Я вот Через что-то как мгновение будто он бы... замечает фигуру, как будто бы стоящую в видел. соседней комнате. Но оставлю на всякий случай. Я бы мог вырезать, если был бы точно. Блин, или точно это было. Ну, напишите, в общем. По-моему, это было. А что ты на нее орешь-то, блядь? Когда фигура исчезает, он бежит наверх, но затем по неизвестным причинам возвращается обратно на место Ну, происшествия. это Болливуд. Здесь все как мы любим. Уаля-халя! Эй, блядь! Сюда иди! Покажись! Вот оно Псих, снова, блядь. на этот раз ближе. Ты орешь-то, придурок?
Мне кажется, сейчас съедутся на эту заброшку из-за того, что он орет. Явление выбегает оттуда. Я предполагаю, что на данный момент его расследование закрыто. Рассказывают про мотоциклиста, который снимал себя и как-то спалил так, что он едет не один. Ну, типа решил это снять. Сзади никого, а тень вот. Но, блин, это тоже бред. Мне почему-то Судя кажется, по что... видео, мужчина не осознает, что рядом с ним кто-то едет. Странно, мне Но кажется, просто мы не видим. комментариях настроены скептически. Кажется, мы просто не видим девушку. Из-за него. И на такой скорости вообще лучше держаться за мотоциклиста. Ну, водителя. Но она могла Но руки под другие сумкой считают, что держать. это и есть история происхождения. История происхождения чего? Нашей планеты? Вот так сношались Адам и Ева. Но мне кажется, мы просто не видим. Волосы, блядь, растрепываются по ветру. Я был бы более убежден, если бы мы действительно увидели, что находится за всадником. Да, вот если Тень бы мы немного видели, что жутковатая. сзади. И если это реально, то до конца своей жизни я буду оглядываться через плечо. Ну и как вы видите, да, камера наблюдения из магазина. Самое странное — это движение призыва. Но это недавно мы которое смотрели про Кассиопа делает тук-тук, прямо перед тем, помните? как самокат таинственным Мне образом кажется, движется здесь вдоль примерно трассы. та же самая история. Он стоял. Под уклоном, он на ножке, ну, там видно было, стоял. И потихоньку отклонялся, и в итоге, видимо, в этот прям момент... И слишком логичны для своего же блага. Еще другие мотоциклисты ехали, а как мы видим, там дорога не особо-то прям пиздато асфальтирована, я имею в виду, сделана. Ну, знает, Лично чуть-чуть я тряски верю, что какой-то, и кассирша все. призвала его. И если они Кассирша это сделали, призвала? то там определенно Экспеллиармус, какая-то блядь. темная магия. Так, Так, ребята, тут рассказывают про какую-то сущность на дереве. То есть кто-то завпечатлил, ну, фоткой вот это вот. И это изображение, вот это вот где-то опубликовали на YouTube. И вот разбирают. Типа, что же это может быть? На изображении изображено человекоподобное существо, которое, кажется, удивительным образом взбирается на дерево. Это почти похоже на Человека-паука, если бы Человек-паук, Человек-паук был точно. зеленым и покрытым мхом. Существо Ну, сливается костюм с грязный, естественным ну, что? окружением, заставляя меня думать, что оно замаскировано Или от съемки чего-то. Человека-паука в лесу. Что же Витя. это за фигура? И является ли она добром или злом? На мой взгляд, это трудно сказать. Дайте мне знать, что вы думаете в комментариях, или если вы знаете источник этого таинственного изображения. Да, кстати, До я тех не пор знаю, что держитесь такое. Но подальше я от думаю, нас. никто не Я знает. знаю, что так и сделаю. Так, ну тут, как вы видите, это про домик с привидениями рассказывается. Ну, а-ля с привидениями. И кто-то, видимо, его приехал проверить. И раз это видео Тиктокер Бриско здесь, Барретт наткнулся на этот явно значит, там населенный что-то хаос. паранормальное. И хотя его исследование этого места кажется более или менее спокойным, зрители видят странные вещи. Например, эти светящиеся глаза, когда он входит. Чё? Эй, блин, почему глаза-то? Ты их видел? Пара глаз наблюдает за ним через окно. Почему глаза-то? Где-то вдалеке фонари. А позже он натыкается на что-то похожее на петлю. А чё, нельзя петлю показывать в Ютубе? Почему он ее заблюрил? Или там что-то висит? Для меня это делает это исследование в миллион раз Фанат круче. зашевелился. Особенно потому, что кажется, что веревка движется. Тиктокер говорит, что у них было ощущение, что за ними наблюдали всю ночь. За ними, то есть они... У меня Он не тоже один там? возникает такое чувство, а я даже там не нахожусь. Так, тут девушка на протяжении многих лет, причем, кажется, снимала то, что нам пытаются показать. Но почему нам все заблюрили? Забрюлили? Брюлики.
В другом клипе слышен странный крик. В последнем клипе запечатлена странная световая аномалия, за которой следует что-то, искажающее звук в их камере. Чё? Подожди, она так долго снимала мусорные мешки? Потом вы нам показали что-то заблюренное. И вот эта вспышка, сам это по себе привидение? может показаться не очень убедительным, но вместе взятые Да он явно вообще не убедительный. представляют собой довольно убедительные кадры паранормальных явлений. Так, тут рассказывается про охранника, который с камеры видеонаблюдения со стойки регистрации. Вот она смотрит, типа, как говорится. Оп! Почему, спросите вы? Потому что всю ночь никто не входил и не выходил. В вестибюле Там не никого было никого. и что-то просто включило свет в туалете. Мгм. Другие говорят, что тоже слышат шум. Мгм. Слушайте внимательно. Это было, может, охранник телек смотрит. Реддитор говорит, что это датчик движения, и это действительно напугало их, потому что в то время они слушали жуткий подкаст. Многие в комментариях, работающие в больницах, согласны с тем, что в них полно привидений. Ну, раз согласны, тогда так оно и есть. А чё нет-то? Я склонен согласиться с тем, что если где-то в мире и водится привидение, то это в больнице. То это в туалете, Я бы блядь. тоже с ума сходил, если бы был этим охранником. Так, а тут у нас рассказывается про одержимую куклы. Блядь, куклы всегда страшны. Одержимые они или нет, они просто всегда по умолчанию страшные. И вот здесь... Это челик так храпит? И вот здесь челик вот А заснял потом она свою роняет куклу. что-то на этого спящего мужчину. А. Марио, он просто... Пиу! Прыжок. Грибочек съел. А когда это не срабатывает, что-то еще выходит из строя. Ты че? Наконец-то это привлекло внимание мужчин. Но что теперь? Я могу только представить, что будет дальше. И это не может быть хорошо. Так тут рассказывается о том, что женщина проснулась ночью в ожидании своего мужа с работы. Муж у нее допоздна, видишь, работает. А тут нихуя себе дверь На шлепает. канале YouTube Scareflix что-то мучает эту бедную женщину. И это не человек. А ей она ржет. Estoy cansada, ya les juro, chicos. А, плачет? Ты ржешь или плачешь? Ух. ¿Quién sos? Ay, a la concha de la lora. Она Больше говорит, сказала, что ржет. здесь плохо пахнет. А для меня это означает демон. Демон, который, как мне кажется, А, питается её я-то думаю, кто у меня там в туалете-то постоянно? Это демоны из меня выходят. Демоны выходят. No me dejan en paz. Ay, no, 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 no. И это заставляет зрителей насторожиться. Я думаю, что пришло время действовать, пока они еще могут. Вообще, мне нравятся такие видео. Как говорится, сразу показывают всю суть. Но зачастую это бывает и проблемой, так как мы не можем видеть всей картины в целом. Поэтому оставляй свои комментарии под видео. Как ты считаешь, какое видео из этих тебе показалось самым необъяснимым паранормальным? А какое нет? Но у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.